Почему человек иногда тянет именно туда, где его ждет самое сильное испытание? Например, к человеку, с которым невозможно остаться, к деньгам, которые не дают покоя, к славе, которая может разрушить изнутри, к власти, которая ослепляет, чужой стране, чужой культуре, чужой жизни, которая почему-то зовет сильнее родного. А теперь представьте силу, которая не существует физически, ее нельзя потрогать, ее нельзя увидеть, но именно эта сила может заставить человека бросить все и уехать в другую страну, погнаться за славой, войти в запретные отношения, сделать одержимым деньгами, властью, успехом, карьерой и постоянно чувствовать внутри эту всеобъемлющую жажду. Мне нужно больше, еще больше, иначе я не чувствую, что живу. Ведическая астрология называет эту силу одним словом – раху. Раху – это голова без тела, желание без насыщения, голод, который невозможно накормить. И самое опасное в раху не то, что он разрушает, а то, что сначала он может дать человеку именно то, о чем тот мечтал. Успех, деньги, известность, иностранные связи, резкий взлет в карьере, нестандартный путь, а потом резко же забрать это или заставить человека очень дорого за это заплатить. И тогда возникает главный вопрос. Это действительно моя судьба или это иллюзия, в которую человек вошел добровольно? Ванакам, дорогие друзья! Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что тема раху – это не просто астрология. Это может помочь вам ответить на очень личные вопросы. Почему вас тянет туда, где потом больно? Почему некоторые желания становятся сильнее разума? Почему мечта иногда превращается в испытание? И как понять, перед вами действительно путь судьбы или всего лишь красивая иллюзия? Сегодня мы начинаем мини-сериал о раху, одной из самых загадочных сил джотиш. А позже обязательно перейдем к кету, потому что раху и кету невозможно понять отдельно друг от друга. Они всегда стоят напротив друг друга. Один тянет в желание, другой в отречение. Один говорит «возьми», другой говорит «отпусти». Но сегодня мы начнем именно с раху, с его мифа, природы и главной тайны. Понять раху без кету невозможно. Это как попытаться понять змею, увидев только ее голову и забыв, что за ней тянется весь хвост корми. Этот цикл мы посвящаем большому разговору о раху и кету. В этой серии мы начнем с самого корня, из древнего мифа, с образа головы без тела, с главной тайны раху. Почему желание иногда становится сильнее разума? Но чтобы понять суть раху, сначала нужно понять его рождение. А оно начинается с древнего мифа о молочном океане, Амрите и существе, которое однажды решило обмануть даже богов. Джотиш раху называют теневой планетой, но и здесь важно сразу понять. Раху – это не планета в физическом смысле. У него нет плотного тела, его нельзя увидеть так, как мы можем видеть Марс, Юпитер или Сатурн. Раху – это лунный узел, это точка, где путь Луны пересекается видимым путем Солнца. И именно рядом с этими точками происходит затмение. Вот почему образ раху такой сильный. Солнце – это свет, Луна – это ум, восприятие, внутреннее состояние. И вдруг появляется точка, где свет может быть закрыт тенью, не уничтожен, не погашен навсегда, а именно затмен. И в жизни человека происходит что-то похожее. Иногда желание не уничтожает разум полностью, но оно может закрыть его на время. Человек вроде бы все понимает, что путь опаснее, понимает, что человек не тот, понимает, что цель может стоить слишком дорого, но он все равно идет. Потому что внутри включается сила, которая говорит, мне нужно именно это. Вот это и есть начало понимания раху. Он действует не всегда грубо. Иногда он действует как тень, как притяжение, как гипноз, как смысл, который снова и снова возвращается. И человек уже не видит всю реальность.
Он видит только свою цель, только свою амриту. Из мифы, которые рассказывают о нас самих. История рождения Раху именно такая. На поверхности это древний миф о богах, асурах, Вишну, Мокине и нектаре бессмертия. Но в глубине это история о человеческом желании, о том, как желание может дать невероятную силу и как так желание может разделить человека внутри. Потому что Раху рождается не просто из обмана, он рождается из жажды получить то, что кажется самым главным. То, что, как кажется, наконец делает тебя бессмертным, сильным, особенным, недосягаемым. И начинается эта история с Молочного океана, когда боги и асуры покорили Молочный океан, и они искали амриту, нектар бессмертия. Это было не просто напиток. Амрита означала победу над смертью, возможность выйти за пределы обычной судьбы, стать тем, кого уже нельзя уничтожить. И когда сосуд с амритой появился, началась борьба. Боги хотели получить нектар, асуры тоже хотели получить нектар. Каждая сторона понимала, тот, кто получит амриту, получит силу, которую уже невозможно будет остановить. И тогда Вишну принял образ Мохини. Мохини – прекрасная форма, способная очаровать всех. Ее красота была не просто красотой, это была иллюзия, перед которой теряется внимание. Боги и асуры смотрели на Мохини, на ее образ, на ее движение, на то, как она распределяет амриту. И вот здесь начинается самое важное. Почти все были захвачены образом Мохини, но один асур смотрел не на Мохини, он смотрел на сосуд с амритой. Его звали Сварбхану. И это первый сильный ключ к пониманию Раху. Пока другие смотрели на иллюзию, он смотрел на цель. Пока другие были очарованы формой, он видел суть. Пока другие теряли внимание, он не терял фокус. И вот здесь Раху раскрывается не только как обманщик. Раху раскрывается как тот, кто умеет видеть цель там, где остальные отвлечены. Это очень двойственная сила. С одной стороны, это хитрость. С другой, невероятный фокус. С одной стороны, нарушение порядка. С другой, способность не потеряться в иллюзии, которая ослепила других. Сварбхану понял, если он будет ждать, амрита может ему не достаться. И тогда он делал то, что есть природа Раху. Он изменил облик. Принял форму Бога, сел среди богов и получил свою каплю амриты. Он добрался до цели. Он сделал невозможное. Но именно в этот момент его заметили Солнце и Луна. Они увидели обман. Они указали на него Вишну. И Вишну своим диском Сударшана отсек Сварбхану голову. Но было уже поздно. Амрита коснулась его горла. Он не умер. Его голова стала Раху, а тело без головы стало Кету. Так одна сущность разделилась на два полюса. Голова стала Раху, тело стало Кету. Желание и отрешение, голод и освобождение, стремление вперед и хвост кармы, который тянется из прошлого. Именно поэтому Раху и Кету нельзя понять отдельно друг от друга. У тамильских сиддов есть знаменитая фраза: «Смотри на змею и читай натальную карту». Но он присутствует с самого рождения этой истории. И вот теперь остановимся на этом моменте. Все смотрели на Мохини, а Сварбхану смотрел на амриту. Это очень важная деталь, потому что Раху – это не просто «хочу». Раху – это способность зафиксироваться на цели так сильно, что весь остальной мир исчезает. И это может быть как силой, так и опасностью. В высоком проявлении это дает фокус. Человек видит цель, не распыляется, не отвлекается, идет туда, куда другие даже не решаются смотреть. Такой Раху может дать прорыв. Нестандартное мышление, способность увидеть невозможность там, где другие видят только запрет. Но в низком проявлении этот же фокус становится одержимостью. Человек уже не видит людей, не видит последствий, не видит цену. Он видит только свою амриту. Только то, что
как ему кажется, должно наконец сделать его счастливым. И разве это не похоже на многие человеческие истории? Когда человек настолько хочет отношений, что не видит, как они его разрушают. Настолько хочет денег, что перестает замечать, какую цену платят они душой. Настолько хочет признания, что начинает жить не жизнью, а образом. Настолько хочет уехать, что не понимает, от себя невозможно улететь даже на другой конец земли. Вот почему миф о Раху – это не просто древняя история, а это наше зеркало. Когда голова Сварбану была отсечена, произошло не просто наказание, произошло разделение. То, что было одним существом, стало двумя силами. Раху – голова без тела, Кету – тело без головы. Раху – это голова, которая хочет. Кету – это тело, которое уже прошло через опыт и несет память прошлого. Раху тянется к будущему. Кету связан с тем, что уже было. Раху говорит: «Туда, мне нужно туда». Кету молчит, но его молчание часто сильнее слов, потому что Кету показывает то, от чего душа уже устала. Но сейчас мы не будем глубоко уходить в Кету, для этого будет отдельный разговор, но первая дверь в эту тайну – Раху, потому что именно желание обычно видно первым. Раху – это голова без тела, и это образ невероятно точный. Голова умеет думать, планировать, хотеть, искать путь, искать лазейки, придумывать стратегии, обманывать, побеждать, добиваться. Но у головы без тела нет желудка. Она может поглощать, но не может насытиться. И здесь начинается главная ловушка. Потому что желание само по себе не является злом. Без желания человек не учится, не создает, не строит, не переезжает, не ищет, не выходит за пределы старой жизни. Желание может быть двигателем. Но Раху начинается там, где желание перестает быть направлением и становится хозяином. Когда уже не человек выбирает цель, а цель начинает управлять человеком. И это очень тонкая грань, когда мечта перестает вдохновлять и начинает требовать жертв. Когда человек говорит: «Я не могу остановиться», вот это уже территория Раху. И вот и здесь остановитесь на секундочку. Честно ответьте себе, были ли в вашей жизни такие желания, которые вы называли судьбоносными? Иногда мы говорим: «Я просто хочу быть счастливым». Но Раху всегда спрашивает глубже и иначе. «Почему именно это должно сделать тебя счастливым?» – спрашивает он. Это действительно путь души? Или красивая иллюзия, которую ум принял за судьбу? Вот в таких местах Раху перестает быть теорией, он становится личным опытом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас желания, которое сначала оказалось мечтой, а потом оказалось испытанием. Мне просто интересно почитать ваши истории и подискутировать с вами в комментариях, потому что тема Раху – это не только про карту рождения, это про каждого из нас. Раху не спрашивает только: «Чего ты хочешь?» Это слишком простой вопрос для него. Раху спрашивает иначе: «Почему ты этого хочешь?» Вот почему Раху так опасен и так важен одновременно. Он показывает не только желание, он показывает мотив. А мотив – это уже не внешняя история, это внутренняя правда человека. И часто именно она оказывается самой трудной, потому что человек может обмануть других, может создать красивый образ, может объяснить свои поступки правильными словами и может сказать: «Я просто иду к мечте». Но Раху все равно приводит его к главному вопросу: почему ты этого хочешь на самом деле? Теперь вернемся к Сварбану. Он получил Амриту, получил, ради чего рискнул всем. Он оказался среди богов, обманул систему. Он сделал невозможное. Но стал ли он счастливым? Нет. И это главный парадокс Раху. Не всякое исполненное желание делает человека целостным и счастливым. Запомните это.
Иногда человек получает то, к чему стремился, и только потом понимает, что искал совсем другое. И вот и здесь Раху становится зеркалом. Он показывает не только мечту, он показывает пустоту, из которой эта мечта выросла. Поэтому Раху не всегда разрушает сразу. Иногда он сначала дает возможности, дает ту самую амриту, за которой человек так долго тянулся. А потом человек остается один на один с вопросом. Почему я получил это? И все равно не чувствую покоя. Вот и здесь начинается настоящее понимание Раху. Если вы думаете, что этот миф остался только в древности, то нет. Раху никуда не исчез, он просто изменил форму. Он живет в телефоне, в соцсетях, в чужой красивой жизни, в гонке за успехом, в желании стать знаменитым, в погоне за деньгами, статусом в обществе, переездом в другую страну, новых возможностей, карьеры и так далее и тому подобное. Сегодня человек открывает экран своего смартфона и видит тысячи, а может быть миллионы чужих амрит. Но об этом мы поговорим уже в следующем ролике. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию из этого цикла. А в комментариях обязательно напишите, что для вас опаснее – иметь желание или попасть в желание, которое начинает управлять вами. Спасибо, что вы с нами. До скорой встречи.